Друзья, всем привет! Ну что же, мешочек хайпа открывается. У нас выходит очень интересная версия системной оболочки или же рабочего стола, предположительно из HyperOS 2.0, и ее можно поставить уже сегодня на многие смартфоны компании Xiaomi. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Как я уже сказал, что предположительно данная версия у нас из HyperOS 2.0. И я сказал, что открывается такой мешочек хайпа, потому что, действительно это так. Чем ближе осень, тем больше будет информации о выходе каких-то новых фишек, и тому подобного, связанное с HyperOS 2.0. Я сейчас не буду останавливаться в данном видеоролике, почему у меня принимает участие, опять же, Xiaomi 14, как мне в предыдущих роликах писали, что это нечестно Но в первом комментарии я распишу, в принципе, позицию по данному вопросу, и почему, в принципе, это так происходит. Но нас с вами сегодня, конечно же, будет интересовать новый рабочий стол. Еще раз демонстрирую, что у нас HyperOS Xiaomi 14, и перед тем, как мы с вами перейдем далее, небольшая рекомендация, что стоит устанавливать эту версию только если у вас Android 14. Если у вас 12 Android, я бы, наверное, не рисковал. Что касается 13 Android, то в целом, можно поставить, и наши пользователи в Телеграме сообщали, что, в принципе, все работает адекватно. Так вот, что собой является новая версия? Во-первых, когда вы ее себе устанавливаете, у вас немножечко меняется шрифт, именно его размер, а также меняются иконки на рабочем столе. То есть появляется некий вот такой отступ. Давайте, пожалуй, начнем с самого первого, что вы можете заметить на рабочем столе. Вы нажимаете, допустим, на папку, изменить папку, и первое, что вы сразу замечаете, видоизменения редактирования папки. То есть у нас появляется вот такой небольшой слайдер, который мы можем потянуть вот так вот вверх-вниз, чего не было ранее. Также обновленная, полоса меню, где мы можем поменять название самой папки. К сожалению, дополнительных размеров папок у нас не добавляется. И также у нас внизу появляется как рекомендуемое сегодня. Но есть еще вариант того, что еще один пункт добавится, но то, скорее всего, на регионе Индия. Поэтому для обычных наших регионов никакого дополнительного второго пункта у нас не проявится. Это первая такая история. Еще, кстати, я заметил такой момент, когда мы с вами заходим в обновленные виджеты, тут у нас отдельным пунктом выводятся виджеты Android. Опять же, до этого я не замечал, но рискну предположить, что либо это связано с App Wallet, то есть с лентой виджетов, либо все-таки это также было связано с переходом на новую версию рабочего стола. Мы обратно с вами возвращаемся в настройки как раз рабочего стола. Что тут еще из интересного мы можем с вами наблюдать? Все так же у нас остается жест вверх по рабочему столу, жест вниз, скорость анимации. И, кстати, на анимациях еще также хочу сделать определенный акцент. Что как бы ни казалось, что это там Xiaomi 14, они реально стали лучше. То есть при открытии папок они лучше, при открытии приложений, при выходе из приложений, действительно по сравнению с тем, что было, заметен определенный прогресс. Если вы поставите также на какое-то другое устройство, вы тоже заметите, определенный профит от всех этих действий. Так, опять же, давайте вернусь в настройки и покажу, что еще интересного тут можно наблюдать. Вы, наверное, знаете такую тему, как сетка рабочего стола. Многим хочется ее расширить, чтобы она была больше. И получается, в этом обновлении разработчики пошли немножко дальше в плане всей этой истории. И если мы с вами нажимаем на сетку рабочего стола, нас перекидывает в обновленное меню. Тут мы можем с вами выбрать либо же стандартную сетку, либо же она будет у нас звучит как плотная. И то только лишь два выбора. Но скорее всего, если мы с вами поиграемся с отключением названий, что у папок, что там у приложений, что еще где-нибудь, то сетка либо еще станет компактнее, либо наоборот она будет более расширенной. Но в любом случае, то очень интересное изменение. Еще, если вас интересует вопрос по поводу, если в расположении недавних стиль как в iOS, то я вас хочу разочаровать. К сожалению, тут нам это не добавляет. Опять же, ходила информация, что разработчики об этом думают, они хотят это внедрить, там тестируют, но пока что в первой бетке нового рабочего стола этого у нас нет. Еще также я заметил, что при переходе в недавний более плавная анимация у нас отскакивает, чего ранее
не было. И также еще, когда вы устанавливаете новый рабочий стол, вам будет вылезать такое, ну, скажем так, предупреждение, что раскладка рабочего стола обновлена. То есть она обновлена там новыми динамическими алгоритмами, что там строки и столбцы откорректированы, ну и тому подобное. То есть все для того, чтобы мы могли очень удобно с вами всем этим добром пользоваться. И также еще кого интересует, какая версия рабочего стола стала, 4.39.36 от 17 августа. То есть считайте, что она самая-самая актуальная, и новее в принципе вы ничего не найдете. Пожалел ли я, что я поставил данную версию? Да, в принципе-то и нет. Я как бы сказал, что хоть Xiaomi 14, ну, это флагман, да, как бы, он должен работать сразу и по умолчанию без всяких там дополнительных телодвижений, но вот данной версии действительно он заиграл новыми красками. И потому рискну предположить, что если вы поставите на любое другое устройство Xiaomi или Redmi, то оно также у вас будет очень интересно отрабатывать, и вы почувствуете, как ваше устройство в реальности должно работать. Но, к сожалению, владельцы смартфонов Poco с этим обновлением пролетают, потому что системную оболочку на Poco Launcher стандартными способами установить нельзя. И как обычно, ссылку на новую версию вы найдете в нашем телеграм-канале, да и в принципе рекомендую на него подписаться, потому что туда мы первым выкладываем как раз всю эту информацию, а на YouTube уже как бы это долетает, сами понимаете, с определенным пингом. Потому если остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.